Барселона получила предложение по ключевому игроку. Звездный 27-летний нидерландский футболист Барселоны Фрэнки де Йонг может покинуть каталонский клуб. У футболиста есть действующий контракт с сине-гранатовыми до лета 2026 года. Однако, по информации испанских СМИ, к нидерландскому футболисту проявляет очень активный интерес Манчестер Юнайтед. Барселона готова идти на контакт с красными дьяволами. Манкунианцы готовы летом предложить 50 миллионов евро. Футболист лично интересует Рубена Амарима. Отметим, что в этом сезоне Фрэнки провел 29 матчей за Барселону, забил всего 2 гола и сделал 1 ассист. Футболист Реала обиделся на Анчелотти и хочет покинуть клуб. 20-летний турецкий хавбэк Реала Арда Гюлер готовится покинуть мадридский клуб. По информации испанских СМИ, Гюлер разочарован своим положением в команде. Он ожидал, что будет иметь куда больше игрового времени под руководством Карло Анчелотти. Гюлер готов покинуть Реал летом, если команда продолжит тренировать Карло. Арда не видит своего будущего под руководством итальянца. Реал также может отдать турецкого хавбэка в аренду. Ранее сообщалось, что на подписание Гюллера претендует Мюнхенская Бавария. Друзья, перед тем как продолжить, пожалуйста, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Новый вратарь Ливерпуля заявил, что едет бороться с Алисоном за статус основного вратаря клуба. Вратарь сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили рассказал, какую цель будет ставить перед собой в Ливерпуле. Цитируем грузина. «Я еду в Ливерпуль, чтобы быть первым номером, чтобы бороться за место в старте. Я буду тренироваться так хорошо, как только смогу, и я не знаю, что они решат после этого. В любом случае, тренеру решать, кому играть, а кому нет», — сказал Мамардашвили. Напомним, Ливерпуль приобрел Георгию Валенсии в августе 2024 года за 30 миллионов евро и оставил его в аренде до конца сезона. В Мадриде может появиться чемпион мира. Французский полузащитник Поль Погба находится в активном поиске нового клуба. У Погба есть вариант с переходом в Интер Майами, однако француз может также продолжить карьеру в Ла Лиге. Подписание Погба рассматривает мадридский Гранд Атлетико. Самому французу также больше импонирует вариант с переходом в испанский чемпионат, ведь он хочет еще поиграть на самом высоком уровне. Отметим, что Погба сейчас находится в статусе свободного агента. Легендарный француз заявил, что у него отобрали золотой мяч. Бывший полузащитник Мюнхенской Баварии Франк Рибери заявил, что он очень хотел получить золотой мяч по итогам сезона 2012-2013. «Это был идеальный год, я не смог сделать больше, этот золотой мяч навсегда останется несправедливостью. Я все еще ищу объяснение. Никогда не пойму, почему голосование отложили более чем за 2 недели. Месси и Роналду всегда относились ко мне с уважением, они знали, что я на их уровне. И без лишней скромности тогда мне нечего было им завидовать. Я был лучшим», — сказал Франк Рибери. Нойер может пропустить первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов. Голкипер Мюнхенской Баварии Мануэль Нойер пропустит примерно 2 недели из-за травмы икроножной мышцы. Об этом сообщает издание Bild. Такую же травму 38-летний немец получил в матче чемпионата Германии против Байера, который состоялся 5 марта. Теперь он получил повреждение на тренировке клуба. Вратарь точно не сыграет в матчах чемпионата против Сан-Паули и Аугсбурга и, скорее всего, пропустит первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов с Интером 8 апреля. Основная цель – это вернуться либо к поединку с Дортмундской Боруссией 12 апреля, либо ко второй встрече с миланским клубом 16 апреля. Ювентус назначил нового главного тренера. Ювентус уволил Тиаго Мотту с должности главного тренера. Новым коучем туринцы назначили Игоря Тудора. Срок действия контракта не сообщается. Последним клубом Тудора был Лацио, который он покинул летом после 11 матчей. Также он тренировал Марсель, Верону, Удинезе и другие клубы. Ранее сообщалось, что увольнение Мотты будет стоить Ювентусу почти в 20 миллионов евро. Это сумма всех зарплат, которые Тиаго и его штаб должны были получить до июня 2027 года. Туринцы на данный момент идут 5-ми в чемпионате Италии, отставая от 4-й Болоньи на 1 балл. Из Лиги Чемпионов и Кубка Италии команда уже вылетела, проиграв ПСВ и Эмполи. Роналду получил новую награду. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил награду от книги рекордов Гиннесса за самое большое количество международных побед в истории. В составе сборной 40-летний Криштиану одержал 132 победы. Предыдущий рекорд принадлежал бывшему партнеру Роналду по Реалу Серхио Рамосу, имевшему 131 победу. В этом сезоне Криштиану уже успел забить 33 гола и отдать 4 ассиста в 39 матчах за клуб и сборную. Феноменальная статистика лучшего игрока мира. Немецкий клуб продлил контракт с главным тренером. Штутгарт объявил о подписании нового договора о сотрудничестве с главным тренером команды Себастьяном Хеннесом. Соглашение рассчитано до лета 2028 года.
Хенес возглавил Штутгарт в апреле 2023 года, когда команда шла на последнем месте Бундеслиги. Он спас клуб от вылета, а в следующем сезоне вывел его в Лигу чемпионов, заняв второе место. Была информация, что Лейпциг рассматривал кандидатуру 42-летнего специалиста, однако коуч решил остаться в Штутгарте. Легенда Реала Лука Модрич заявил, что не против пойти на пенсию в составе мадридского клуба. Полузащитник Реала Лука Модрич рассказал о ситуации с продлением контракта с мадридским клубом. «Пока что я не рассматриваю подписание нового контракта с Реалом. Мы не торопимся, сезон еще длинный, у нас еще много игр. Тогда и увидим. Моя мечта, понятно, уйти на пенсию в составе Реала», сказал Модрич для издания Телефут. Отметим, что текущее соглашение хорвата с клубом рассчитано до лета этого года. Реал отказался от одного из лучших футболистов планеты. Мадридский Реал планирует подписать защитника в следующее трансферное окно. По информации издания Фичи, свои услуги Реалу предложил лидер Ливерпуля Вирджил ван Дейк, у которого истекает контракт летом этого года с Ливерпулем. Однако руководство сливочных отказало голландцу из-за его возраста. Дело в том, что Ван Дейку уже 34 года. Реал считает, что более целесообразно будет подписать молодого 19-летнего центрбэка Дина Хейсена из Бормута. Прошли ответные матчи 1/4 финала плей-офф Лиги наций. Сборная Германии стала первым полуфиналистом, обыграв Италию по сумме 2 игр со счетом 5-4. В 3 противостояниях были назначены овертаймы. Португалия обыграла Данию в дополнительное время, а Испания выбила Нидерланды в серии после матчевых пенальти. Также невероятный камбэк совершила сборная Франции, которая отыгралась после первого поражения с счетом 2-0 от Хорватии и также выиграла по пенальти со счетом 5-4. Отметим, что в полуфиналах сыграют Германия против Португалии и Испания против Франции. Финал турнира пройдет 8 июня в Мюнхене. По итогам плей-офф также стало известно, что в Лигу наций А пробилась Бельгия, Сербия, Турция и Греция. Также в Лиге Б теперь будут играть Грузия, Косово, Словения и Ирландия.